Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас в моем уже пятом влоге из моей последней поездки во Львов. Кто не смотрел, обязательно загляните на канал. У меня есть плейлист под названием «Львов», и там будут не только ролики из моей последней поездки, но также и из предыдущих поездок во Львов с разными экскурсиями, с рассказами об интересных исторических местах, поэтому заглядывайте и смотрите. А сегодня я начинаю свою прогулку, потому что я, как сказать, я там, куда иду, и стараюсь вам там снимать те улочки, которые вам не покажет ни один экскурсовод. И вот с такими вот детальками показываю вам, вот смотрите, такие брамы, такие красивые парадные брамы во львовских каменицах, в старых польских и австрийских домах, не похожи одна на другую. И это тоже та прелесть, которая встречает приезжих, но не только приезжих, и львовяне тоже ними любуются. Хотя они сейчас уже и не выглядят так, как с такой прелестью, с которой они встречали прохожих в свои золотые времена, но можно посмотреть и представить себе, как это было раньше. Перед вами вот современный дом, который встроили как сказать, в атмосферу улицы. Мы сейчас находимся на улице Кирилла и Мефодия. В советское время это была улица Ломоносова. Во время польских времен, не знаю, надо посмотреть, какая это была улица. Ну и вот так вот этот дом вписали. Не самый лучший вариант, но и не трагедия, потому что он уж так сильно и не выбивается своим внешним видом. Вот, так что это еще не самый худший вариант. Идем с вами этой улочкой. Вот здесь это здание химического факультета Львовского университета. Поэтому, наверное, и название было этой улицы улица Ломоносова из-за этого вот отделения. И также на этой улице, посмотрите, уже возрождаются те элементы, которые в советское время, наверное, не присутствовали. Матерь Божья, их очень много во Львове, на разных домах. Люди украшали Матери Божьей свои дома, считая ее, как бы сказать, как бы сказать, под опеку отдавая свой дом. Вот смотрите, здесь тоже, как и в Польше, смотрите, люди приносят живые цветы, и вот под ее, она и даже, видите, с короной, под ее ногами все время живые цветы. Люди приходят, и даже я вижу, что стоят и молятся. Так же, как и около фонтана в центре города, где также на нем стоит Матерь Божья. А вот эти камни, они по-польски называются кочеубы, то есть вот такая брусчатка. На улицах это тоже визитная карточка Львова, хотя эта брусчатка была такая, она как бы спонтанная, очень такая набросанная в разные кусочки. Вот смотрите, вот эти опять балконы, о которых я вам рассказывала, под которыми страшно ходить, и я иду по другой улице, по другой стороне улицы, и увидела вот такие прекрасные фасады, видите, домов. А это здание, это какая-то инфекционная больница, но видно, что здесь была раньше какая-то вилла. Теперь здесь больница. Немножко ее так, видно, санитарно побелили. Вот. Вот еще один балкон. Видите, как, чтобы людям на голову не посыпалось. Вот так затянули сеткой, а поремонтировать некому. Вот, это, наверное, второе здание этой больницы. Видите, ограждение тоже в таком состоянии плачевном. И по решетке вижу, что это еще польская решетка, та оригинальная, которая была раньше. Но видите, вот забор весь лущится, все буквально сыпется на глазах. Очень жаль, потому что из этой виллы можно было бы сделать настоящую конфетку. А так я вижу, Львов просто рассыпается на глазах, и плакать хочется. И еще один факт, тот, что вот когда люди меняют окна, никто за этим не смотрит. Одни ставят черные, другие коричневые, третьи белые окна, четвертые еще как-то. И перегородки тоже делают так же, как хотят. И от этого дома тоже очень страдают. Ну, как сказать, их внешний вид. Вот еще одна такая брама. Смотрите, камни уже вообще все оббились. Вот. А здесь уже какая-то руина.
Сейчас мы сходим вниз. Эта улица называется улица Коцюбинского. Это такой известный украинский писатель. Как раньше она называлась, не знаю. Видите, уже полуподвальные помещения вот такие выкупают, прорубают двери, окна и делают магазинчики или какие-то фирмы. Вот. Я лично считаю, что это тоже портит дома, портит их внешний вид и их первоначальную, как бы сказать, первоначальный облик. Поэтому это все во вред городу, во вред его облику, во вред его, не скажу, что репутации, но такой фишке, как бы сказать. Но что поделаешь. Сейчас мы сошли и мы опять находимся на площади Франка. Вот это площадь Франка. Здесь улица Франка проходит в площадь Франка. Раньше он назывался Пляц Пруса. Во время Польши это был Пляц Пруса. И улица, которая дальше выходит из этой площади, она называется сейчас улица Витовского. В советское время это была улица Дзержинского. Почему, я потом вам скажу. А раньше это называлась улица Пеучинска. Во время Польши это была улица Пеучинска. И мы немножко по ней пройдем. Вот здесь, видите, тоже когда-то это были какие-то там, мне рассказывали, здесь в этом доме были какие-то, как они называются, студенческие общежития. Сейчас тоже что-то там находится, но в плачевном состоянии этот дом также. Вот видите, раньше это как-то так подбеливали, а сейчас уже даже это перестали. Все пописано. Вот, это тоже еще старые ворота. Не за каких-то, не знаю, может и советские, потому что они так слишком красиво не выглядят. Вот, но не знаю, даже не буду выражаться. Вот. Здесь опять, видите, прорубили, сделали специальные ступеньки. Тротуар сузился, и эти ступеньки тоже такой вид имеют. Одни такие, третьи, еще четвертые. Вот о чем я говорю, как это все коробит и как это все портит внешний вид домов. Каждый делает то, что хочет, и получается такая неразбериха, и такое все оно, как где-то в какой-то деревне, а не в центре такого красивого города. И вот мы входим с вами уже в улицу Витовского, бывшую Пеучинскую. Вот. И почему я вам обещала сказать, почему эта улица называлась улица Дзержинского, потому что последний дом на этой улице, последнее здание, это в советское время было здание КГБ. Вот, сейчас там находится СБУ. Вот поэтому эта улица была улицей Дзержинского. Вот. Здесь какой-то магазин. Раньше это был гастроном, а здесь теперь какой-то магазин для кошек и собак. Честно говоря, такой вижу впервые, с такими, как сказать, аксессуарами, с таким ассортиментом. Ну вот здесь теперь продают все такие эксклюзивные вещи для кошек и собак. Смотрите, какие портреты. Просто что-то с чем-то. Эта улица, вот еще раз вернусь об этой улице, то, что хочу сказать, здесь очень всегда шумно, потому что едут трамваи, и вот по этой брусчатке, посмотрите, обратите внимание, эта брусчатка, она уже немножко другая, чем та, которую я вам показывала на предыдущей улице, потому что она здесь уже ровненькая, и каждый камушек к каждому камушку подходит, и здесь все уже разложено так, как должно быть. Вот. Но это тоже такая визитная карточка Львова, хотя машины едут и очень слышно, когда они по мостовой проезжают, поэтому тоже, кроме трамваев, шум дополнительный создает вот эта брусчатка. Хотя этот шум был бы больше, если бы она была такая не облицованная такая,
а она очень такая ровненькая, поэтому этого шума немножко меньше. Я когда-то видела, значит, слышала вот по улицам, где она такая шорсткая, гранитная, там еще больше шум. Вот. Но я думаю, что если бы эту улицу хорошо отремонтировать, и эта брусчатка даже была бы ровненько уложена, и улица, вот, то этого шума было бы меньше, потому что если бы здесь все заасфальтировать, то уже бы не было такого настроя на этих улицах львовских, какой сейчас есть. Я говорю, эта брусчатка, это тоже визитная карточка Львова. Вот здесь, видите, тоже советское здание, какой-то институт построили. Вот все уже в такой же рассыпке, как и то, что строила Польша. Но это вот уже он выглядит, этот дом выглядит ужасно, просто ужасно. Вот. Тут бы тоже надо было как-то его, как сказать, санитарный какой-то ремонт такой сделать, чтобы это все не было в таком плачевном состоянии. Вот тут видите, тут если взяла и ступеньку пробила сбоку дома, чтобы зайти с этой стороны. Эти ступеньки это уже доделанное что-то тоже. Ну, непорядок, я считаю, архитектор должен смотреть, потому что такие дома, это каждый дом, это памятник архитектуры. В Польше, например, даже не разрешают утеплить дом, потому что консерватор должен выразить на это свое согласие. Ничего нельзя делать без разрешения консерватора, если дом находится в исторической части города. А здесь, вижу, делает каждый так, как хочет. Это все неправильно и так не должно совершенно быть. И вот что еще скажу, продолжая вот про эту улицу, что если бы здесь ее хорошо отремонтировали, было бы все намного лучше, потому что сколько раз я по ней не проходила, здесь 1-2 бригады, которые варят рельсы. Вот, ну, действительно, можно пройти 2 раза в день по этой улице, и будут в 2-3 местах стоять бригады, которые варят рельсы. Неужели бы не лучше было взять и раз и навсегда сделать порядок, поменять рельсы, уложить брусчатку, и улица была бы совершенно в другом состоянии, чем каждый день стоять и варить. Я уже когда вижу эти бригады, то мне просто смеяться хочется, потому что это уже сколько бы раз я сюда не приезжала, столько раз здесь стоят бригады. Сейчас я направляюсь в сторону трамвайной остановки, сажусь на трамвай и еду дальше по своим делам. Вот посмотрите, видите, еще перед домами раньше делали такие палисадники, они еще сохранились до наших времен. Это еще оригинальная вот такая сетка. А брамы уже, видите, некоторые дома сами меняют. Я думаю, что это жильцы собирают деньги и меняют что-то, постараются спасти, но это за свои собственные деньги. Вот. На этом я сегодняшнее видео свое буду заканчивать, друзья мои. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, заходите, не забывайте, возвращайтесь. Пока-пока.